Мы продолжаем цикл видео «Наглядная электроника». Прошлый материал был, возможно, не настолько интересен, не настолько познавателен. Сегодня мы посмотрим опять же на диод, но туннельный диод. Вот в Википедии есть статья о нем. Применяется туннельный диод для усиления СВЧ колебаний. Значит, в чем суть? Это диод с высоколегированным ПН-переходом, и у него на вольтамперной характеристике, вот если мы посмотрим, имеется прямая ветвь, как у обычного диода, а далее по мере увеличения напряжения это ток через диод падает. Если мы прикладываем сюда увеличение напряжения, на выходе мы получаем понижение напряжения. То есть у нас фаза переворачивается на 180 градусов. Все усилительные элементы имеют этот эффект переворота фазы выходного напряжения на 180 градусов. Поэтому он и используется для генерации колебаний и для усиления. Есть, конечно, еще экзотические СВЧ-усилители, параметрические усилители на варикапах. Охлаждение варикапов жидким азотом снижает шумы, и на сверхвысоких частотах получается хорошее усиление на обычных диодах, которые изменяют свою емкость. Давайте посмотрим на этот диод, туннельный диод. Он же лямбда-диод из-за своей характеристики вольтамперной, напоминающей греческую букву лямбда. Значит, давайте мы поближе посмотрим на туннельный диод. Вот такая схемка с туннельным диодом. Опять же, функциональный генератор, осциллограф и два луча. Вольтамперная характеристика. Давайте мы включим схему и посмотрим, как формируется вольтамперная характеристика. Значит, оно продолжает работать. Напряжения на этом диоде очень низкие. Там очень тонкий ПН-переход. Благодаря этому он обладает такими высокочастотными свойствами. И для того, чтобы снять эту вольтамперную характеристику, приходится применять вот такие низкие напряжения. Смотрим, что мы получаем на выходе. Сейчас мы более подробно рассмотрим этот случай. Смотрите, вот у нас идет нарастание напряжения, и в этот момент первоначально у нас идет увеличение тока через диод, прямое нарастание, увеличение тока. И вот мы доходим до точки, когда сопротивление, дифференциальное сопротивление диода становится отрицательным. И у нас по мере увеличения напряжения идет снижение выходного напряжения и снижение тока, и, соответственно,
падение напряжения на сопротивление R1 уменьшается. То есть мы тут увеличиваем, а на выходе уменьшается. То есть фаза у нас перевернулась. Вот смотрим, здесь нарастание, здесь уменьшение. Дальше, достигнув максимума в этой точке, значит, у нас пошло, вернее, еще до этой точки. Вот мы достигли минимума этого сопротивления. И дальше при увеличении, дальнейшем увеличении напряжения у нас пошло опять увеличение тока через диод. То есть дальше пошла опять прямая ветвь. Если мы попытаемся генерировать колебания на этой ветви, то есть напряжение питания будет вот до этой точки, или напряжение питания будет после этой точки, генерации мы не получим. Если мы будем работать на этой ветви, то есть напряжение мы установим, напряжение питания схемы генератора установим где-то на этой ветви, значит мы получим колебания. Причем, если мы установим то напряжение где-то здесь, мы получим симметричные колебания, вернее, как гармоничные колебания, будет чистая синусоида. Если же мы увеличим напряжение до какой-то степени, мы получим больше размах, потому что мы будем работать на более широком диапазоне напряжений, мы получим возрастание выходного напряжения, но сигнал у нас будет уже искаженный. И теперь давайте рассмотрим практическую схему генератора на туннельном диоде. Вот схема генератора. На него мы подаем напряжение питания 0,29 вольта, 290 милливольт. Здесь нагрузкой для этого диода служит колебательный контур L1C1. Нагружен на осциллограф и на частотомер. И давайте теперь посмотрим, как работает такая схема. Включаем. И в первоначальный момент у нас ничего не происходит. И потом идет плавное нарастание синусоиды. Обычно это называется мягким самовозбуждением. И для синусоиды это хороший вариант. Потому что если у нас колебания возникают мгновенно, значит, как правило, будет искажение синусоиды. Так, остановим и посмотрим на частоту генерации. Так, запускаем. И вот смотрите, вот пошло 24 600. В общем, в пределах 24,5-25 килогерц частота сигнала у нас идет. Так, теперь останавливаем и попробуем изменить напряжение питания. Берем, ставим, допустим, 0,28. 280 милливольт. И смотрим, как это повлияло на выходное напряжение. Уменьшив напряжение, мы получили больше амплитуду на выходе. То есть мы сместились на более широкий участок отрицательного сопротивления, и усиление у нас увеличилось, и мы получили более искаженный сигнал. Теперь давайте еще уменьшим напряжение. Так, напряжение у нас здесь.
0,27. И включаем. Ну, в принципе, не сильно изменилась. Частота в пределах тех же осталась. Теперь давайте увеличим напряжение. Сделаем его 0,3 вольта. И посмотрим, как это повлияет. Напряжение на выходе у нас уменьшилось, но синусоида стала более правильной, более чистой. Так. А теперь давайте сделаем чуть больше напряжения. Допустим, 0,33 вольта. И включим. И смотрим. Еще уменьшилось напряжение, но еще работает. То есть мы еще находимся на участке отрицательного сопротивления. А теперь давайте сделаем 0,35 вольта. И, по всей видимости, мы вышли на положительную вольтамперную характеристику, и колебаний мы уже не дождемся. То есть генератор перестал работать. Вот почему люди, которые пытаются повторить это же самое в этой программе, у них не получается заставить работать этот генератор на туннельном диоде. А вся беда в том, что здесь как напряжение меньше, так и напряжение больше может прекратить работу. Позже я вам покажу работу аналога туннельного диода на полевых транзисторах. Я ее недавно применял в схеме металлоискателя. Два генератора на аналогах туннельных диодов. Прекрасно работает. Мне понравилось, но там отличие от туннельного диода, там более высокие напряжения и размах напряжения на выходе генератора гораздо выше. Так, и теперь давайте попробуем изменить частоту. Вот у нас конденсатор 68 тысяч, и мы имеем частоту 25 килогерц. Так, смотрим. 24, 25. Да, вот, кстати, влияние напряжения на частоту. При напряжении 0,29 мы имели частоту 24,5, 24,7, а при напряжении всего лишь на 0,1 вольта выше мы имеем частоту уже 25,5. На 1 килогерц у нас частота повысилась. Так, и теперь давайте изменим емкость. Сделаем ее, допустим, 33 тысячи. И повторим. И мы получили 36 тысяч частоту. То есть изменилась, во-первых, амплитуда выросла.
Ну, по всей вероятности, добротность контура 500 микрогенри и 33 тысячи, емкость выше. Или нет, или это я на осциллографе изменил. Секундочку, повторяем. Так, 68 тысяч. Так, и включаем. Нет, это я на осциллографе, все-таки ошибочка вышла. Ну вот, как-то так. На сегодня о туннельном диоде все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам не нравится, можете ставить дизлайки. Для меня важно ваше мнение. Всего доброго, до свидания.